Здравствуйте! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня рассмотрим размытие фона. Лучшее ретуширование для жанровых снимков – это размытие фона. Фильтры размытия фона сглаживают переходы путем усреднения пикселей. Рассмотрим, как работают фильтры версии Photoshop CS8. Рассмотрим, как работает фильтр Land Blue. Размытие линз. Так переводит программа. Русский язык очень богатый и не обязательно переводить дословно. Я бы перевела расплывшиеся неясные очертания. Этот фильтр добавляет смазанность к изображению, чтобы дать эффект более узкой глубины резкости, чтобы некоторые объекты в изображении оставались в фокусе, а другие области стали размытыми. Попробуем сфокусировать парящую птицу над зеленым цветущим ландшафтом. Для этого надо размыть фон залетающей птицы. Открываем слои. На панели инструментов выставляем белый цвет. При помощи лассо выделяем область для размытия пикселей. Создаем новый альфа-канал. И применяем маску градиент. Прозрачность здесь должна быть закрыта. Белые пиксели в этой маске создают наибольшее размытие. Чтобы изменить направление градиента, можно установить галочку в окне «Инвертировать». Теперь запускаем фильтр. Очень извиняюсь за свое плохое произношение английское, но так как программа на английском языке, приходится произносить. Итак, выбираем фильтр размытия Blue. Дальше Land Blue. Для предварительного просмотра нажимаем Fast, чтобы создать более быстрые предварительные просмотры. Затем More Accurate, подробно, чтобы посмотреть окончательную версию изображения. Более точные предварительные просмотры требуют больше времени для обновления. Для карты глубины выберите источник во всплывающем меню Source. В нашем случае это альфа-канал. Если вы нажмете изображение предварительного просмотра, то слайдер Blue Focal Distance соответствует выбранному вами местоположению, установив эту глубину как фокус. Выберите диафрагму во всплывающем меню Shape – форма. Перетащите ползунок кривизны, чтобы сгладить края. Для поворота диафрагмы переместите ползунок вращения. Чтобы добавить больше размытия, перетащите ползунок радиус. Для выделения зеркал перетащите ползунок подсветка.
Сохранить проделанную работу можно только в формате PDF. Дальше этот формат можно конвертировать в любой другой. Всем спасибо, до свидания. На следующей встрече расскажу вам про другие фильтры, размытие по Гауссу, радиальное размытие и другие фильтры. До свидания, до новой встречи.